Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Ариадна Владимировна Корягина. Это певица, педагог, методист. Здравствуйте, Ариадна Владимировна. Здравствуйте, Ярослава. Сегодня мне повезло с гостем. Я очень хотела бы поговорить о методиках, как вообще воспитывают вокалистов-кроссоверов, мультивокалистов, которые совмещают стили, что нужно для этого делать. Вот вы как преподаватель, может быть, воспитали таких кадров. Давай начнем, прежде чем мы поговорим, допустим, о кроссовере. Абсолютно замечательная вещь, да? А мы, наверное, поговорим о том, откуда все взялось. И, несомненно, можно сказать, что вот у нас было в нашей музыкальной культуре, в мировой музыкальной культуре, было как бы несколько направлений. Одно направление было, я сейчас очень грубо говорю, очень условно, то, что называют народной музыкой и фольклором, который, в принципе, выделился в отдельную линию. И если говорить о современной популярной музыке, то, например, блюз, если говорить там об американской. Почему я сейчас туда перешла? Да, потому что все-таки современная музыка, она на современных ритмах, она без современных ритмов никуда. Это мог был быть там блюз как основа, потом рок-н-ролл, потом то, что мы сейчас слышим везде, то, что завоевало весь мир. Но помимо всего этого, это, например, и кантри, это и йодель, причем йодель это не только европейская или там американская какая-то музыка, но и есть... Тирольское пение. Да, конечно, и очень много и других есть жанров, где сам по себе вот этот вот, сама техника йодля как бы используется. Ну, условно говоря, допустим, народная музыка, фольклор, так будем говорить. А второе направление, такое вот очень вот стойкое, которое, в общем, мы все про него знаем, условно говоря, академический вокал. Все знаем, что когда у нас там опера, 1600 год считается годом возникновения оперы. И, опять-таки, я все время студентам об этом рассказываю, на методике рассказываю о том, что первыми преподавателями вокала, конечно, были не преподаватели вокала, не было такой профессии, а были композиторы, которые набирали певцов и хотели, чтобы эти певцы проиллюстрировали и исполнили вот музыку, которую они написали. Капельмейстеры. Вот это были первыми преподавателями вокала. И, несомненно, для того, чтобы вывести, ведь была же еще музыка духовная, Церковная музыка. Церковная музыка пошло была. Все, да? Отчасти пошло от них, а потом возникла светская. И как раз возникновение различных светских музыкальных жанров и возникновение оперы, несомненно, звучание голосов тогда отличалось от сегодняшней оперы. Но оно уже было примерно вот в том же самом направлении, когда вы стали говорить округлость, купольность. Да? Почему это происходило? А потому что у исполнителей были определенные акустические условия. Одно дело петь в поле, это один звук, а другое дело петь в театре, где совершенно другая акустика, еще нужно перекрыть оркестр. И, условно говоря, стал возникать, укрепляться, развиваться то, что мы сейчас знаем как академический вокал. Ариадна Владимировна, вот скажите, пожалуйста, когда вы начали сами увлекаться пением и с чего начался ваш путь? Ну, я в хоре пела. Хотя, в общем, пение в хоре, оно очень здорово дисциплинирует, развивает уши, развивает вкус, развивает стилистику. Это был академический хор, и нашему руководителю до сих пор, ее нет уже, я благодарна, и мы получили очень хорошую школу. Вот. Но, тем не менее, когда я поступила в консерваторию, наверное, перед поступлением в консерваторию, я помню этот день, что-то еще непонятно было, зачислят нас, не зачислят, я попала на концерт джазовой музыки. И все. И все, и меня это сейчас я понимаю, чем это взяло. Вот. Ну и практически уже всю консерваторию я параллельно получала специальность. В училище я преподаю основы джазовой импровизации. Когда-то преподавала инструментовку, аранжировку, в рамках, конечно, эстрадных жанров. И к моменту окончания консерватории, это был 88 год, мне предложили вот сюда прийти работать. На самом деле, для того, чтобы работать с людьми и как-то методически эту работу оформлять, конечно, должно быть структурное мышление. Проанализировать мало. Нужно это еще как-то вот
сгруппировать, сделать определенные выводы и уже только потом перевести это на практику. То есть практика, она должна быть связана не сколько с теорией, хотя с теорией, да, несомненно, потому что в нашем деле все-таки основная практика. Но когда мы практически что-то делаем, например, работаем с учениками, я всегда своих педагогов, которых я учу, я говорю так, что ты должна в любой момент ответить на вопрос, что я здесь делаю и почему я говорю именно такое слово или такую рекомендацию, и почему я ставлю сегодня именно эту задачу. Если ты можешь объяснить, почему это делаешь, все в порядке. Вот это очень важно, потому что бывает так, что там молодые ставят ученикам непосильные задачи. Педагоги молодые, да? Да, конечно, им кажется, сразу же хочется получить какой-то результат, их можно понять. А с другой стороны, когда ты понимаешь, что этот результат, он держится на определенной пошаговости, если ты видишь, например, что у человека, плохая память и плохая мышечная память, не жди от него сейчас быстро этого результата, а сделай сейчас то, ты получишь результат, он будет маленький, но это будет результат. А если поставил задачу, что называется, не по осенке шапка, разочарованы будут все, и преподаватель, и ученик, и так далее. Но это в любом мастерстве, это не только в вокале. Может ли это навредить начинающему вокалисту, вот такие непосильные задачи, навредить безвозвратно? Как-то вот я имею в виду, голосовой аппарат повредить? И это может навредить, и очень многие другие вещи могут навредить. Например, самое такое вот явное, непосильное, это когда ребенку с неокрепшим аппаратом, например, дают петь песни большого диапазона с таким сильным эмоциональным накалом какой-нибудь там взрослой женщины. Вот это тоже вредит. То есть, в разных вариантах это может навредить, а может не навредить. Зависит от природы человека. От выносливости, да, заложенной? Нет, не только от выносливости. Да, несомненно, от выносливости, да. Но выносливость у нас какая бывает? Эмоциональная, физическая, да. От всех видов выносливости это зависит. Но это, в общем, крупицы, да, это самородки, кто от природы имеет такую выносливость. А другие люди приходят музыкальные, талантливые, с какими-то своими идеями. С ними нужно эту выносливость уже тренировать, уже специально. Вот здесь уже без пошаговости, на мой взгляд, никуда. Можно взять, конечно, использовать, а потом ничего не останется. Очень нашумевший проект по всему миру «Голос». «Голос взрослый», «Голос дети». Вот интересно, вот что. Детский голос. Как эти маленькие дети, которым там буквально вот они только-только родились, казалось бы, как они владеют так голосом? Вот нет ли тут тоже постановки быстрой задачи, быстрого результата? Какие есть опасности, как от них, на ваш взгляд, можно оберечь ребенка? Вот, например, психологическая, эмоциональная нагрузка на них взваливает на этих конкурсах, которые они должны выдержать, и рыдают, и родители что-то от них хотят, и педагог там над ними трясется. Нет, держите, держите, Господи, ты, Боже мой. Быстрее. Мать, скорее. Руки разминайте. Я врач. Значит, потом будет какая-то Он же удача. маленький. Все равно. Ты молодец, я тебе серьезно говорю, все, что я сейчас сказала, это абсолютная правда, понимаешь? Прямо молодец. Скажите, пожалуйста, ваше мнение на эту тему. Вы знаете, мое мнение такое, что, во-первых, проект, он по всему миру, и это шоу, и это шоу должно быть, и оно будет, как мы говорим, да, оно будет продолжаться, конечно, оно будет продолжаться, оно делается для публики. В первую очередь для многомиллионной публики. Конечно, делается для исполнителей, но те исполнители, которые покрепче, которые повзрослее, они благодаря этому проекту даже умудряются себе повысить бонусы и становиться, даже если они там совсем не финалисты, да, но они становятся более известными, более востребованными, и им это идет в плюс, они взрослые. Все, что касается детей, мое мнение, что оберегать их невозможно. Потому что ведь ребенок может сказать: я хочу туда на шоу «Голос».
Но ребенок же, на то он ребенок, он еще не осознает, с какими сложностями это связано, с какой работоспособностью это должно быть связано, с какой выносливостью должно быть связано. И практически за ребенка несут ответственность родители и преподаватели. Поэтому, если родителю очень хочется, чтобы ребенок туда попал, родители будут, просто знаем таких родителей, они будут делать все, чтобы ребенок туда попал. И говорить, что ваш ребенок пока психологически не готов, они будут слушать, да, но они все равно будут делать так, как они считают нужным. Последствия? Разные последствия. Кто-то ломается, и такие потом приходят, и отчасти они говорят, я боюсь сцены, вот здесь я не боюсь петь, а вот здесь я боюсь петь. Приходят и такие. А есть такие, которым все нипочем. Но здесь не заслуга родителей. Нет, заслуга родителей, потому что этот ребенок у них родился. Здесь заслуга природы. Вот он такой. И таким повредить сложно, но таких меньше, чем те, которые ломаются. И возвращаясь к жанру кроссовер, жанру совмещения разных стилей, если я что-то не так говорю, поправьте меня, скажите, пожалуйста, этому надо учиться изначально или ты должен иметь сначала какую-то базу, а потом дополнительно осваивать разные стили вокала? Здесь нет однозначного ответа. Есть одаренные люди. Всегда мы приводим, например, в пример Фрося Бурлакова. Конечно, хорошо, начинайте. Русская народная песня вдоль по питерской. Музыка народная. Слова не знающие, наверное, тоже народные. Исполняет Бурлакова Фрося. Вдоль по питерской. Да, пожалуйста, это реальная личность, которая могла спеть, условно говоря, да, и по-народному могла спеть, и по академическому, условно говоря, да, и в академическом эталоне пения она могла петь. Она не реализовала себя как вокалистка, но она могла это делать. Это природа. В ее случае этому не научить. Бывают другие случаи. Например, человек заканчивает какое-то учебное заведение по академическому вокалу. Ему нравится петь мюзиклы. Сейчас много таких достаточно артистов молодых. Берет материал. Но я больше говорю сейчас про женский вариант. Почему? Потому что в мужском вокале там разница между разными типами пения не такая явная, как в женском. Это связано с регистровым строением голоса, сейчас туда мы не полезем. И девушка берет после своей академической базы, поет какой-то мюзикловый, такой яркий репертуар, и у нее начинает получаться. Благодаря чему начинает получаться? Благодаря школе, которую она уже получила, благодаря, опять-таки, своей гибкости и своим способностям вокальным, которые позволяют человеку быстро переключаться с одного типа звучания на другой. Это у нас второй способ обнаружения того, что ты можешь петь в разных стилях. Есть третий способ. Да? Когда мы, например, начинаем заниматься с учеником, то очень часто так бывает. Бывает, приходит человек, он уже сориентирован на то, что хочу петь джаз. Или хочу петь, не знаю, поп-рок. Замечательно. Бывает, приходит человек, он говорит, а я не знаю, что я хочу. Я хочу пробовать это, пробовать это, пробовать и это пробовать. И тогда, чтобы он был готов куда-то, к чему-то прийти, тогда мы с ним начинаем заниматься, во всяком случае, мы здесь начинаем заниматься так, чтобы не привязывать его к определенному эталону. Мы сначала раскрываем голос, а потом ищем направление. А потом направление само находится. В практике случаи, когда начинаешь работать с человеком, раскрывается голос, пробуем разный репертуар и смотришь, что в фолк человек идет без труда. То есть я считаю, что учиться нужно. Должна быть, естественно, хорошая база вокальная. Надо, естественно, пробовать разные стили
музыки, и в том числе какие-то несложные и академические, условно говоря, классические произведения тоже надо пробовать делать, но мудрый вокалист – это тот, вообще мудрый артист, это тот артист, который делает то, что у него хорошо получается. И вот девушка, про которую я вам вначале говорила, которая пришла и стала говорить, я хочу петь джаз. А я слышу, что потому, как работает ее голос, это не джаз, это немножечко другой стиль музыки. Я говорю, мы можем с тобой попеть джаз для развития, но как джазовая вокалистка ты будешь много учиться, долго учиться, и какой будет результат еще... И все равно это вот эталонности, вот это... Да, конечно. А когда голос пошел через репертуар, голос пошел туда, куда ему как бы легче идти, не в смысле легче, что он не умеет ничего другого делать, а в смысле природа там раскрывается более ярко. Вот это значит мудрый вокалист. Он поет то, где он более адекватен, где у него меньше всего каких-то внутренних сопротивлений. И в этом смысле вот эти мультиартисты, может быть, и не нужны. Давайте вспомним хороших артистов, которые пели только в одном жанре. Бубле или как Бабл? Майкл Бабл, да. Говорят и Бубле, он вообще Майкл. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Например, вот он поет только вот такой вот романтический, да, романтический джаз. Но для всех, да, он как бы, условно говоря, джазовый вокалист. И все, и больше ничего. Вспомнилась Анна Герман. А так крепостные львы. Уже не раз поцеловались, в вековечной дружбе поклялись. Там, где волны сонные плескались, он сказал мне, милая, с тобой. Одна манера, один репертуар, с одной стороны, да, она не пела никаких песен таких вот шибко драматичных, голосовых. У нее все было очень лирично, да, но насколько ее все любили, насколько ее слушали. Органика. Потому что органика, да? Но то, что человеку органично, вот это и надо развивать. Но не забывать о том, что да, есть сильные стороны, и мы их развиваем. Есть слабые стороны, их тоже нужно прокачивать. Но потом, когда человек уже закончил учебное заведение, конечно, на сильных надо строить уже свою дальнейшую исполнительскую карьеру. В истории, в творческой истории Анны Герман был период, когда она записала диск, мы сейчас говорим диск, была записана пластинка или альбом, где она пела Скарлатти. Насколько мне известно, это давняя такая история, насколько мне известно, с ней работал специально преподаватель. По старинной музыке, да? По старинной музыке, конечно, потому что там есть определенные моменты, мы все знаем, стилистические, которые нужно выполнять. Скарлатти, Рамок, Порена сейчас это композиторы, которых вообще не каждый сможет послушать и понять, не говоря уже о Бахе. Да, это такая сложная музыка. Кстати, об этом тоже, наверное, хотелось бы поговорить. Вот мы уже затронули тему кроссовера. Сейчас нашумевший такой артист Дима, который очень много использует академического вокала в своем творчестве, плюс и эстрадный прием. Восприятие этого артиста поклонники по всему миру очень разные. Например, в Китае это молодежь, а здесь у нас это возраст плюс 45
5, да, и почему вот он современную молодежь не цепляет, русскую, меня это беспокоит на самом деле. Дети, подростки сегодня вообще не слышат, они не понимают такую музыку, это для них слишком сложно, вот как, наверное, для поклонников как раз-таки Анны Герман было сложно ее исполнение к Скарлатте. Вот о воспитании сегодняшних ребят именно в России хотелось бы от вас... Это школа ни к чему, ты видишься, видишь Гуччи, видишь, как я могу. Школьный дневник, он мне не надо. И что можно для этого сделать, чтобы поднять именно уровень, чтобы дети не слушали вот то, что льется. Вот, знаете, у меня есть дети, ученики, 5-летние, 4-летние, их родители ставят им музыку из разряда «Ягода малинка», и они вот это вот все впитывают в себя и потом начинают подражать. Мы в топ, красивая картинка, танцует балеринка, хлопаем руками влево-вправо, поворот, песенка новинка, оп-оп-оп. Подражание. Моя бабушка слушала по радио, были советские времена, и на радио что крутили? Евгений Онегин, Травиата, и она подпевала абсолютно чистым академическим звуком, то есть все дети, все люди, все, что за них фундаментально входит, они начинают этому подражать. И получается, что дети, которые сейчас на этом растут, они будут подражать вот этим манерам, и вообще тому той идеологии, которая закладывается в песне, страшнейшая зачастую смысловая нагрузка у них идет, лучше бы вообще никакой не было. Что можно сделать, на ваш взгляд? Ну, знаете, это ответ тоже очень будет долгим и сложным. Дело в том, что вы в своем вопросе затронули очень много аспектов. А вот давайте я вам сейчас начну отвечать неожиданным способом, вернее, с неожиданной стороны зайду. Здесь мы и немножечко, может быть, найдем какую-то ассоциацию с Димашем, да, и с одаренностью и так далее. Года 3, наверное, назад меня попросили послушать одного молодого человека. Значит, сказали, причем просил человек, который работал в школе преподавателем литературы. Он вышел на меня через знакомых и попросил послушать молодого человека. Говорит, вот он поет, он узбек, родители его гастарбайтеры. У них, по-моему, даже на тот момент не было вида на жительство, но он ходил в школу. И он пришел сюда на прослушивание. И у меня тут как раз студенты сидели. Я говорю, ну останьтесь, говорю, давайте послушаем, что это такое. И что мы услышали? Он сначала спел Гремина, потом он спел Ленского. Потом я говорю, а что ты можешь еще спеть? Он говорит, вы знаете, а я слышал какую-то азербайджанскую оперу, я даже название ее не назову, я могу из нее спеть. Я говорю, а что ты еще можешь из других стилей? Он спел что-то из репертуара Фрэнка Синатры. Ого. Я говорю, а где ты это? Он говорит, я слушаю, я ставлю записи. Да, мурашки пошли. Ага. И я это, говорит, слушаю и повторяю, и мне это нравится. И вот у меня вопрос, откуда человек с другим менталитетом, приехавший из Средней Азии, где, в принципе, другая музыкальная культура, там мощная культура, корневая, но никак не европейский эталон пения. Его это почему-то зацепило, и он стал пытаться это делать голосом, и на своем уровне, он необученный совершенно был товарищ, он даже нот не знал. Он это делал очень здорово. Хотя говорить о том, что он там это слушал, он в театре, нет, он говорил, что его вот как раз учитель по литературе, он их водил в театры. Но люди, которые живут в Питере, они многие в театрах-то никогда не знают, где находится большой зал филармонии. Да. И таких очень много. Поэтому проблема, с одной стороны, она такая, ну, как бы мировая проблема, да, что есть одаренные люди, и Димаш в том числе. Есть самородки. Я иногда их просто называю пришельцы, потому что непонятно, откуда они пришли, почему они здесь родились в какой-то абсолютно как бы нормальной семье, и откуда у них вот этот позыв петь, например, оперу.
Да? Вот есть такие люди, как вот этот вот молодой человек, как тот же самый Димаш, мы будем вспоминать там Шаляпин и так далее. Мы все знаем этих людей. А с другой стороны, такая бытовая наша история. Раньше у нас в быту что было? Сейчас принято вообще ругать, что было там, в прошлом веке. Вот советская... На самом деле, благодаря, и я об этом писала, я об этом все время говорю, я этого не скрываю, благодаря советскому, благодаря российскому образованию я делаю то, что я делаю. И продолжаю делать, и благодаря этому точно так же реализовываются огромное количество наших музыкантов. И мы знаем, как наши музыканты реализовывают себя не только здесь, но и там в том числе, да? И мы знаем академическая русская школа, которая наполовину переехала в Америку, и кто учил Клейберна и так далее. Все это знаем. Клейберна. Да, в то же время сейчас все ругают, что было тогда. А что было тогда? А тогда было там 2 или 3 программы по телевидению и радио «Точка», где звучал как раз музыка классическая. В то же время вот этот вот эталон классического академического пения он был. Да, были хоры, можно ругать, что хоровое пение, оно нивелирует личности, там, голоса, но тем не менее, сколько было любительских хоров. Сейчас безгранично мы можем слушать разную музыку, и то, что звучит из каждого мобильника, оно, как мы понимаем, звучит уже бесконтрольно. Я не про цензуру, я про то, что если ребенок слушает там кого-то, какого-то рэпера, и он считает, что рэп – это музыка, ну рэп – это не музыка, это отдельный, очень уважаемый мной жанр. Но если слушать все время рэперов, скорее всего, в большом диапазоне не запоешь. И, скорее всего, музыка, там, те же самые песни из репертуара Хьюстон, они вряд ли зацепят, потому что у человека его восприятие звуковысотное, оно очень узкое, ограниченное, конечно. Что в этой ситуации, Ярослава, можно сделать, не знаю. Здесь как бы это должна быть какая-то политика государства. Слава богу, что сейчас до сих пор ведь поддерживаются вот это вот любительское движение, дома, дворцы культуры, они спонсируются, оно поддерживается. Но это должно поддерживаться и на уровне школы. И если бы вот эти занятия, эти уроки пения хорошо бы в школах поддерживались бы, мне кажется, что у детей, которые были бы чуткие к красивой, даже к эстрадной музыке, но к красивой эстрадной музыке, возможно, они бы больше бы развивались бы и слушали бы, и тяготели бы. Даже почему-то у людей, которые поют, и которые выступают, и которые как бы уже немножечко профессионально ориентированы, почему-то нет какого-то любопытства. Расшириться, да? Да, расшириться. Например, все знают там, Хьюстон, да? Но были истоки. Там, например, Госпел, да, Лабель, которая тоже потрясающие вещи делала голосом. Но вот почему-то как-то вот все зацикливаются на чем-то одном. На Хьюстон, да, а ведь сколько музыки. То ли люди боятся немножечко сделать шаг вправо или влево, да, и то ли считают, что и этого достаточно, хотя мир музыки, он настолько велик, что там можно найти хиты, нужно знать. Публика любит хиты. Но исполнитель, который пришел обучаться, он кроме хитов еще должен знать как бы более широкие вокруг этих хитов. Тоже хиты, но которые менее известны, например, другим. А вот приносит, например, на вступительные экзамены какие-нибудь кавер-версии в своем собственном исполнении, со своими собственными аранжировками? Такое бывает? Такое бывает очень редко. В основном, если у человека есть... Ну, во-первых, сейчас как бы наш контингент помолодел. Когда приходят люди 20+, у них уже какая-то своя творческая позиция есть, которым там по 15, по 16 лет этого еще нет. Ну и обычно те исполнители, у которых есть какие-то, даже своя есть кавер-программа и свои какие-то аранжировки и свой какой-то взгляд, как правило, у них уже есть свой авторский материал. И они показывают его. Вот как-то вот здесь вот так получается. Как относятся педагоги, когда приносят свои песни? Может быть, они не сильно раскрывающие голос, но они, тем не менее, свои. Здесь мы относимся хорошо.
Здесь для нас человек, пишущий свой материал, это человек, несомненно, менее зашоренный, чем, допустим, его одноклассники, и человек с какой-то уже своей творческой позицией. Единственное, мы всегда говорим, что если ты хочешь спеть на вступительном экзамене какую-то свою песню, то тогда тебе нужно все равно в свой репертуар взять больше разноплановых других песен. Мы можем спросить, кроме своей, что-то спеть еще, потому что в своей, да, вы абсолютно правильно говорите, он еще пока, может быть, своей не раскрыт. Но то, что он уже себя заявляет как творческий человек, это, конечно, очень... Большой очень плюс здорово, подкупает. конечно. Скажите, пожалуйста, вот репертуар Димаша, на тему репертуара много споров, что вот Игорь крутой, пишет ли достойные песни для его голоса, раскрывает ли его голос такой материал. Вообще, в принципе, что он поет на своем родном языке? Как вам кажется, что было бы интересно, например, послушать в его исполнении? Вы слышали Аве Марию? Да. В его исполнении. Может, пару слов? Ну, все, что касается Димаша, я могу сказать, что, поймите меня правильно, вот здесь спорить практически бесполезно. Есть такое выражение, которое я очень люблю: победители не судят. Вот когда человек в очень молодом возрасте, сейчас модное слово, показывает продукт, когда он, в принципе, себя реализовывает, ему ничего не мешает себя реализовывать. Соответственно, вот то, что он поет, это все равно хорошо. Чего тут спорить? Наслаждайся. По сути, да. И не оценивай. Все хотят оценивать, сколько этих роликов, когда разбор там каких-то вокалистов. Ну, здорово, ты разобрал, может быть, кому-то это помогло, кто-то спел точно так же, может быть, попробовал спеть. Но когда человек работает на сцене, он поет все от народных песен до классического хрестоматийного репертуара, плюс попсу, мировую попсу, плюс те же самые каверы, чего тут обсуждать? Человек выходит и поет, человек выкладывается. Да, какой-то репертуар для него может быть совсем прост. Но мы же уже не разделяем его, не расчленяем его на части. Вот это его голос, вот это его образ, вот это его репертуар. Выходит артист. Если артист убедителен, даже в самом простом репертуаре, хотя мы знаем, что он может спеть сложнейшие какие-то произведения, что тут обсуждать? Человек выходит и поет, а все остальные и обсуждают. Нет, это его, нет, это и не его. Вот здесь вот мне вот непонятно, да? Человек самородок? Самородок. Все. Он может петь все, что ему угодно. Огромный труд еще к этому прикладывается. Сколько нужно заниматься вообще и с какого возраста, чтобы хотя бы приблизиться к этой... Вот, например, китайцы, я знаю, они уже прямо по его методикам, по Димашу, петь как Димаш, у них есть целая школа, они очень все загорелись. Сколько нужно заниматься? Я смотрю, в Китае вот относительно фортепиано, там сидят 2-летние дети и играют первый концерт Чайковского, я, конечно, преувеличиваю, но практически так и есть. Что нужно делать? Можно сидеть с утра до вечера. Но если нет таланта, не поможет ничего. Даже самые методики крутые не помогут. Здесь должно быть совпадение одаренности, хорошей школы, естественной усидчивости, целеустремленности и так далее. Единицы же все равно остаются на плаву, остальные сидят с 2 лет. Но для них самих, кто с 2 лет сидел, даже если они ничего не добились, для них все равно это мир немножечко он другой стал. Это не просто там офис-дом, офис-дом. Ну и последний вопрос, касающийся жанра кроссовер. Как вам кажется, если человек мультистилист, у него должно быть много педагогов по каждому стилю, или это один педагог, может быть, сам мультистилист? Как вообще пойти по этому пути, с чего нужно начинать? По-разному, опять-таки, потому что у каждого свой путь. Может быть, много, но не одновременно. Потому что, как мы знаем, лечиться у 2 хороших врачей – это
Не всегда прав. Все будут давать разные какие-то рекомендации, и человек просто потеряет систему координат. Итак, что получается? Человек, например, закончил консерваторию как оперный исполнитель. Решил попробовать себя, вот там, рок-хиты, например, да, или в мюзикле решил себя попробовать. Попробовал, у него что-то стало получаться, но понимает, что не до конца. Он может пойти к другому педагогу. И другой педагог, если ему хватает, так сказать, квалификации и ума, он не будет переделывать то. Он на базе первоначальной постановки будет добавлять то, чего не хватает для исполнения в других стилях, потому что человека затачивали на определенный тип пения. Бывает так. Бывает по-другому, когда человек занимается, вот как я вам рассказывала, занимается в рамках одной системы координат, а потом он ушел в другую систему координат благодаря вот этому предыдущему занятию, да, как бы вот предыдущей базы. Он ушел на другую базу, значит, у него на другой базе появились другие наставники. Это абсолютно все нормально. Одновременно практически невозможно, разные требования будут. Получается, что один педагог ему выстраивает аппарат одним образом, да, там купольное, например, да, округление, а другой срадник его пытается вытащить вперед и... Правильно я говорю сейчас? Ну, да, можно так говорить, конечно, да, я понимаю, о чем вы говорите. Да, и если это происходит одновременно, то ребенок или начинающий вокалист может просто запутаться и не понять, как именно ему... Ну, кстати, у меня также было с постановкой рук. Один педагог мне говорил одно, другой другое, и я вообще запуталась и не понимала. А ведь с руками все, извините, гораздо проще. Попроще. Потому что мышцы покрупнее. А вот там, в нашем голосовом аппарате, такие есть мелкие мышцы, которые еще включить-то сложно в работу, но если их включили в работу, так их нужно потом так сделать стабильными такими. А когда этой стабильности нет, все гуляет, вот оно все и гуляет, и человек теряет ориентацию. В этом смысле, когда говорят академические иногда вокалисты или преподаватели академического вокала, говорят, вот ты сейчас академический вокал вот освой, а потом ты будешь петь всю. Здесь не совсем так. Все человек петь не будет. Он будет петь то, чему он учился. Но если он к этому добавит что-то еще, другие координации немножечко будут. Тогда вот, может быть, он станет и мультиисполнителем, и, возможно, он станет таким исполнителем кроссовера. Но опять-таки мы с вами говорили о том, что нужно ли это. Например, Алла Баянова выходила и пела романсы. И нужно ли ей было петь там какую-то эстраду? Не знаю, даже по тем временам. Она это так здорово делала, а уж романс достаточно такой узкий жанр, очень узкий жанр, да, и тем не менее, почему-то она пришла мне сейчас, вспомнилась. Ну и вот, значит, артист. И комплекс его данных, вокал, все замечательно, все сформировано. А какой артист будет вызывать массовую зависимость, фанатизм и вот такие вот явления, как Фредди Меркьюри, как Цой, да, от которого просто у всех голову сносило. Магомаев, Муслим Магомаев, я, конечно, очень перескакиваю, Майкл Джексон, сегодня Димаш абсолютно, это действительно настоящие поклонники, которые массово работают каждый день на его имя. Это люди, которые каждый день мониторят все, что связано с его именем, знают такие детали его личной жизни, мне кажется, его в каком костюме, на каком концерте он был. То есть вот такой вот фанатизм, погружение людей, когда люди не могут жить без этого артиста, они слушают его с утра до ночи, и на все его концерты приезжают со всех стран, да, действительно, Димаш собирает на своих стадионах с разных стран публику. Что же такое должно быть в артисте, что он вызывает такое привыкание? Ну, здесь много факторов. Один из факторов, мы все прекрасно знаем, это харизма. Просто разобрать, что такое харизма, вот мне иногда встречаются такие заявления, типа «приходите заниматься вокалом, мы раскроем вашу харизму». Боюсь, что если она даже и есть, раскрывать ее придется очень долго. И здесь, в общем, без такой прокачанности психологической, в том числе, дело не обойдется. А уж если харизма есть изначально, которую не надо раскрывать, ее просто не скроешь.
Потому что можно раскрывать харизму всю жизнь, и, там, не знаю, к 45 годам она раскроется. Такое тоже бывает, несомненно. Но в случае с Димашем другая история. Он в молодом возрасте уже добился очень многого. То есть то, что у него было, уже не скроешь это. Не разбираем сейчас, что такое харизма, но мы все прекрасно знаем, что когда мы общаемся друг с другом или когда мы кого-то слушаем, мы чувствуем, цепляет нас это, не цепляет. Один человек реагирует, вот я потом только поняла, на что я среагировала, когда я услышала, ну не первый раз, конечно, я и до этого слышала, но когда я попала на концерт, живой концерт джазовой музыки, я поняла, на что я среагировала. У меня это вызвало резонанс определенный, эмоциональный, мышечный резонанс, еще там какой-то энергетический резонанс у меня это вызвало. У другого человека это могло не вызвать такого резонанса. Мы все на что-то резонируем. И говорить о том, что, допустим, я не резонирую на Цоя, это не значит, что Цой это было плохо. Это значит, что есть куча людей, которые на него резонировали. Это другие просто люди. И у каждого артиста есть свои поклонники. Да, сейчас даже не говорим о том, что это просто там истерия какая-то. Нет, просто есть поклонники, которые любят артиста, потому что они каждый раз приходят на его концерт и каждый раз от него что-то получают. И они просто, может быть, не знают, что они от этого получают, но не точно получают некую прибавку энергии. Они точно понимают, что их ресурс увеличился. И в данном случае им все равно, что там Димаш будет петь. Примитивную песню или какую-то сложную песню. Для них это будет абсолютно равноценно. Они все равно будут получать то, ради чего они пришли. Ну вот в этом смысле я думаю, что это самое главное. А дальше вторая часть всего этого действа, когда уже начинает сейчас много разных есть технологий, когда уже начинают раскручивать, подогревать интерес. Да, и шоу-бизнес. Ну, конечно, да. Конечно, без этого никак. И этих же поклонников начинают там как-то уже разогревать. И все это же психологический, социально-психологический процесс некий. Ну, как у коучей, каких-то психологов там собираются огромные стадионы, как у футбольных команд болельщики тоже совершенно безумные, оголтевшие люди совершенно. То есть это именно работа психологов, которые занимаются в шоу-бизнесе, правильно? Здесь не только психологи, здесь просто уже технологии есть, которые уже психологи, может быть, и не нужны, потому что есть технологии, которыми просто пользуются. Если будут все время говорить Димаш, 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 хотя да, тоже я наблюдала, что многие молодые ребята наши, российские, его не знают. Я тоже с этим сталкивалась. То люди будут говорить, а кто это такой? А давайте послушаем. И будет возникать интерес. Значит, просто не очень хорошо на нашем пространстве, видимо, эти технологии пока еще применили, чтобы он у всех был как бы на ушах. Кстати, Цой, ну он, его явление, он вроде бы не обладал каким-то космическим вокалом. Его материал достаточно прост. Что же в нем такое было? Почему он до сих пор, уже его сколько лет нету, но его песни все равно включают огромное количество людей и очень уважаются? Я думаю, что дело в личности и дело в текстах. Потому что, конечно, потому что с музыкальной точки зрения, мы все прекрасно понимаем, что за этим стоит. Но когда даже за примитивной песней стоит личность, люди все равно это считывают. Песня может не нравиться, но то, что мы понимаем, что это явление, что это вот глыба какая-то, да, человек, который несет какие-то смыслы, так и все, и вот оно совпадает. И кавер, который сейчас многие делают, эстрадные каверы, например, Полина Гагарина с «Кукушкой». Как вы к таким вещам относитесь? Насколько это вообще уместно относительно песен Цоя? Ну, на мой взгляд, это уместно, потому что все-таки, когда «Кукушка» зазвучала вокально, диапазон, тембр, краски, мне кажется, что песня стала еще ярче, еще сильнее. Мне эти даже не эксперименты, а эта практика мне нравится.
И относительно любого рока, правильно? Нет никаких неприкосновенных артистов, на которых ни в коем случае нельзя делать кавер-версии, и ни в коем случае нельзя петь какой-то другой манере. Вообще нету в этом, да, ограничений, на ваш взгляд? Я не вижу этих ограничений. Я единственное, что в этом смысле бы избегала слова кавер-версия. А как это назвать? Я бы сказала, просто своя какая-то интерпретация. На тему, да, как говорили, на тему Чайковского. Да? Ну, может быть, на тему, да, или в данном случае тема-то остается неизменной. Мелодия почти не меняется, хотя она может немножечко от исполнителя к исполнителю видоизменяться. Все-таки, понимаете, направление кавер-версий, оно ведь сугубо четко утилитарное в хорошем смысле этого слова, потому что целевая аудитория людей, например, в каком-то клубе играет кавер-бенд. Люди приходят в клуб отдохнуть, пообщаться друг с другом и услышать знакомые мелодии. И в данном случае кавер-бенд напомнит нам, что вот такие были замечательные хиты. И это очень здорово. Но в данном случае, если кавер-бенд где-то не доиграл, где-то не допел, неважно. Мы услышали живьем ту песню, ту мелодию, которая нам нравится. Или, например, кавер-бенд, выступающий на каком-то мероприятии или на корпоративе. Люди пришли веселиться. Людям не нужны какие-то там, может быть, великие интерпретаторские концепции. Это не место. Но место, чтобы соприкоснуться с хорошей музыкой, например, там музыка Аббы, да, гениальная музыка, да, или там те же самые Битлз хиты. Люди пришли на какую-то вечеринку, они с удовольствием это слушают. Другая история, если кавер-бенд выходит и работает в большом концертном в каком-то зале или на стадионе. Будет ли публика слушать вот эту историю один в один? Один в один я поставлю запись и послушаю. Да еще и начинается сравнивание с эталоном. Конечно, конечно. И зачем это нужно? А если Гагарина взяла кукушку и сделала ее, опираясь как бы, соответственно, своим данным, и это сделано очень хорошо. Убедительно. Это сделано убедительно, то мне кажется, что здесь уже речь идет не о том, что это кавер-версия. Вот такое исполнение не хочется назвать кавер-версией, а уж хочется назвать некой как бы авторской интерпретацией. Исполнитель взял и сделал это вот так, как он посчитал нужным. Никто от этого не пострадал, все выиграли. Да, потому что очень много говорят на эту тему, что это оскорбляет творчество, это оскорбляет самого артиста, изначальный материал, он свят, и его вообще к нему прикасаться нельзя. Я на эту тему действительно очень много споров слышала, и очень хотелось узнать ваше мнение. Спасибо большое вам, Марианна Владимировна. Тем, которые хотелось бы затронуть с вами очень много, но, в общем, мы попрыгали как следует, да. Сегодня, как лягушки, прыгали по разным темам, по разным сферам, и я получила огромное удовольствие, надеюсь, вы тоже. Спасибо вам огромное. Ярослав, спасибо, что пригласили, мне было очень интересно, и вот это прыгание мне было тоже очень интересно, потому что это заставляет думать, это заставляет что-то там вспоминать, и это живой процесс, да, к которому мы не готовились. Мы просто вот собрались и пообщались. Спасибо большое за приглашение. Всего вам доброго. Всего хорошего.